Ну что, друзья, вот я нашел поле, где есть полынь. Вот эта белая лечебная, немножечко она зацвела, то есть самая такая ранняя и полезная. Но надо сказать, что больших зарослей я не нашел. Вот так придется все это поле обойти, все собрать и вам прислать. Нет, вдоль дороги полно. Вон, подходите к дороге, там прямо стоят кустами большие. Но у меня совесть не позволит собирать вам вдоль дороги. Поэтому уж лучше я немножко соберу. Пусть будет не так много вас, кому придет эта полынь и кому она принесет пользу. Но зато я знаю, что это честно, и это вам действительно принесет пользу. Вот так. Заодно вот гляжу, тут пижма есть сейчас, когда я к ней подойду. Я тоже еще и немножечко нарву пижмы. Потому что, ну, а потом я вам про нее расскажу. Невозможно все сразу охватить и про все сразу рассказывать. Мне кажется, я и так уже так вас всех утомил своими рассказами, что вам, наверное, уже их лишку стало, этих рассказов. Сейчас поправлю микрофончик. Вот. Тем не менее, давайте слушайте еще немножечко рассказов, потому что, когда мы с вами говорим об отравлении внутреннем и нашего тела, мы все время забываем о том, что у нас есть и отравление души. Мы говорим, что это отравление происходит по вине сатаны, что он такой вот, который нас с вами заражает своими бесами. А бесы — это вот те, кто в большом количестве вселяется в нас. Некоторые, я читал, значит, старцы считали, что до 12 тысяч бесов насчитывали они в себе, и что они все там живут, и что они действительно все нам могут вредить. Если посчитать, сколько у нас микробов, которые нам умудряются вредить и живут в нас, то я не вижу проблемы, что в нас может быть столько бесов. Вот. Некоторые их называют, что это вот мысленные наши заковыки, наше неправильное поведение нашего ума, что у него бывают такие там, что это и они живут там. Но я-то вот конкретно считаю, что нет. Все-таки мы их сами в себя пускаем, соблазняя, что нам нравится это. Вот как это здорово, или вот как это нужно. И потом это в нас вот такая информационная формулировка начинает жить и собирать под себя, как любая, значит, мысль, как любая информация, собирать под себя остальные действующие лица. И если она была не очень положительная, то она, конечно, становится для нас проблемой и много набирает внутри нас всякого этого некачественного, как говорится, добра. Хотя все святые отцы говорят, что это сознательные сущности, что эти сущности сами по себе мыслят, сами по себе могут действовать. Единственное у них правило существует, что не могут действовать без нашей воли, без нашего хотения. И здесь получается очень четкая вещь, что раз они без нашего хотения не могут, значит, они принадлежат нам. Значит, мы сами их в себе рождаем и сами из каких структур создаем, и после сами этим же и мучаемся. Но это вполне можно определить, например, когда вы обиду какую-то в себе поимели и начали ее внутри себя крутить, как вокруг нее целая жизнь выстраивается. Человек, на которого вы обиделись, там начинает иметь другое лицо, у него там совершенно другие слова, он разговаривает с вами.
То есть некоторые приходят к тому, что у них их обидчики являются реально в жизни, и они реально их после ощущают. У меня один был случай, где человек на меня пожаловался, что я с ним такое обидел его, оскорбил. А стали хорошенечко разбираться, и оказалось, что он все это выдумал. И никак меня не было. Хотя он говорит, я вас видел, все, вы пришли, вы мне вот такое вот сказали, вы все. Боже мой, я в это же время был совсем в другом месте. И я могу только констатировать, что это бес так шутит. Но он-то пришел к нему обидеть, потому что он захотел, видать, этого. Ему нужна была эта обида от меня. Я уж не знаю, что он от этого имеет, человек обиженный. Но, по-видимому, кому-то сильно хочется иметь во врагах каких-то людей, которые удовлетворяют их потребностям. То есть я-то не хочу им быть врагом, а они хотят, чтобы я был. О, если у тебя такой враг, у нас-то говорят, скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Но получается, что точно так же можно сказать, скажи, кто твой враг, и я скажу, кто ты. И вот по врагам-то и начинают выдумывать. Ага, какой он. Раз у него такой враг, какой же значит он. Ну, очень хорошо вы помните у Крылова. Ах, моська, знать она сильна, коль лает на слона. Вот, слону дела не было до этой моськи. Он, может быть, ее и не заметил, пока она тут лаяла, поскольку она была из нескольких. Там собак-то, наверное, много на него лаяло. А он ее не заметил. А она, знать, сильна, раз лает. Вот я точно так же воспринимаю некоторых людей, которые на меня обижаются, какую-то ерунду на меня городят. И что приходят разбираться со мной в том, чем сетях. Как правило, это убогие, ущербные люди. Им такая вот безобидная борьба с человеком, который ничего им не может сделать там в соцсетях или еще что-то, очень тешит самодовольство. Вот, ага, гляди-ка, я ему гадость сказал. Но ведь это застревает и в мозгах. И застревая в мозгах, это и может являться тем образом бесов, которые дальше человека и мучают. Но интересно, что я же вот дружу с отцом Иоанникием Чихачевским. Все время отец Иоанн хочу назвать, потому что я его знаю с начала 90-х годов, когда он, ну, в общем, недолго еще служил в Чихачево. Все у него там строилось, мы помогали друг другу. Он мне помогал в Пестяках храм выстраивать. Я ему душевно очень поддерживал всегда. Я, честно говоря, наверное, бы уехал из этого края вообще, поскольку есть места, ну, не почище, но хоть получше по возможностям. Тем более по моим возможностям, поскольку все-таки у меня и образование достаточно, и развитости, и делать я все, что хочешь, могу. Вот. Но отец Ионикий говорил, живи здесь. Нет, не уезжай никуда. Не надо покидать этот край. И я в какой-то степени и его слушаю, и понимаю, что действительно этот край для меня важен, поскольку в нем уже вложена моя душа. Уже есть в нем самореализация некоторая, реализация того, что мы здесь придумали, того, что... Да просто от общения с людьми это реализация. Я покрестил тысячи людей и так далее. Так вот, отец Ионикий всю жизнь занимался на моих глазах изгонянием бесов. То есть у него конкретная служба. Службу все время проверяют, значит, что-то на него наезжают. А у него обычная служба, она есть в молитвослове. Он читает эти молитвки от бесов.
и который может любой священник читать, в том числе и меня. Отец Наум благословил читать такие молитвки. Я нескольких человек отчитывал, потому что действительно это реально нужно. Иногда нужно. Так вот, когда отец Ионикий отчитывает бесов, он мне говорил: никогда на них не смотри. Вот, то есть, если ты будешь любопытен, тебе интересно, что с ним происходит, то ты все время сам попадешь в зависимость от этих бесов, потому что они, как он говорит, вскочат в тебя. Я обсудил однажды этот вопрос с отцом Наумом. Говорю: батюшка, вот отец Ионикий вот так говорит. Тогда как раз он меня и благословил, что давай тоже отчитывай, ничего этого сложного. Вот показал, где эти молитовки. Ну, я это делал. Так вот, я видел реально, как, можно сказать, впрыгивали в человека беса, когда он действительно себя ощущал любопытным, то есть был любопытный и ехал без нужды. То есть столько много людей ко мне приезжало, с которыми мы туда отправлялись. Свозите нас в Чихачево, покажите нам Чихачево. Я говорю: друзья, ну там же просто лекарня. То есть там же, можно сказать, духовный заразный барак, куда приезжают люди, чтобы избавиться от духовной заразы. Она ничем не лучше, чем там желтуха, корь, чума. Зачем вам туда нужно? Вот, вы же там можете заразиться. Нет, вы что, мы такие, ничего нам не будет, мы не хотим ничего. Вот, мы просто посмотрим. И что вы думаете? Съездишь, и человека как подменили. Откуда что берется? Какие-то начинается кручение, какие-то начинаются осуждения, какие-то начинаются на людей нападки. Вот. И думаешь, ну вот зачем вот все это было, зачем ты туда ездил? Были, конечно, и другие люди, которые по-другому. Меня однажды порадовала Нина Нелли Андреасян, ее так имя творческое. Все знали этого, значит, художественного руководителя армянского камерного хора. Это была гениальная женщина, я вам так скажу. Как и ее сын Аршак, он тоже гениальный. Не очень-то кто оценивает, может быть, его или ее. Но я считаю, что это, конечно, были гении. Ну, Аршак и сейчас живой. Так вот, мы с Ниной приехали, с Нелли Аркадьевной, приехали в Чихачево. Вот, отец Ионикий принял нас, как всегда, у себя. Значит, он всегда меня к себе запускает и со мной беседует. Вот, кстати, я один из тех, кто знает его жизнь. Он мне подробно, с фотографиями рассказывал. Я его очень люблю за эту жизнь. Не могу точно в датах там. Но, по крайней мере, он убедил, что, конечно, он человек необычный. Так вот, Нина, он ей начал, как всегда, рассказывать, какие у него грехи, чего, значит, с ней происходит. Это же не трудно видеть в человеке, какие они грехи. Вот. И не трудно их рассказывать. Человек, который этим занимается, во-первых, видно на каждом человеке его грехи, в какой он одежде пришел, как он покрасился, как он, значит, оделся. А во-вторых, прямо душа рассказывает. Вот он такой, вот все. Вот. Ты начинаешь ему рассказывать, какой он, что с ним было. И он только удивляется, подтверждает. А это отношения с душами. Так вот, она к нему подошла, он ей рассказывает, она внимательно смотрела на него, подошла и поцеловала его, значит, в голову.
И говорит, да ладно, батюшка, не старайся. Знаю я, что я грешная. Ой, как он умилился. Там же все, как говорится, на полусогнутых к нему подходят. Выгонит он из них бесов или не выгонит из них бесов. Вот у всех проблема. Вот. Как и Герман, отец был в этом, в Троице-Сергиевской лавре. Тоже мы с ним и общались, и был я на его службе. Так вот, друзья, он реально выгоняет, и реально там они, выскакивая, попадают в тех, кто любопытный, и даже тех, кто ездит проверять. Я вот замечал, что, что там с батьком случилось? Че это его закуролесило? Какая у него такая проблема случилась? А мне говорят, да он в Чихачево ездил проверять отца Ионикия. Значит, ему надо, да еще и напишут на него что-нибудь. Вот, как отец Андрей Ефанов. Как на кого нападет, так смотришь, глядишь, его самого крутит. Он сам дожил до того, что у него 2 жены, куча детей, и при этом он служит в епархии. Вот как его закрутило, когда он на праведников, таких как отец Ионикий, нападал. Так вот, речь-то о чем? О том, что эти сущности могут из одного человека перескакивать в другого. И тот, кто из любопытства их в себя принимает, или даже просто на какую-то пробу, что как что такое, какие эти, тот после становится зависим от них. Правда? Как в принципе и не надо от другого получать. Можно просто в грех впасть, в который тебя искусили. Значит, убийство, осуждение, еще чего-то. И все, они такое гнездо совьют, вселяясь в вас, начнут все это делать, что мама не горюй. Друзья, никому не пожелаю такого сбора травы. Видите, каждой травке нужно поклониться, каждую травку нужно не до конца. Тут вон есть еще, видите, она такая зелененькая, потом раз не зелененькая. Вот надо брать то, что зелененькое. Вот всего лишь это. Вот сколько я собираю. Килограмма 2. Видишь, 2 пальцами держу. Она легкая, маленькая. Насобирал сырой, а сухой, значит, это грамм 200 насобирал. Это на 2 человека. Да, так что приезжайте сами, собирайте. Я там, кстати, нашел помощницу себе по ольхе, Елена Долгова из Нижнего Новгорода. Она по моей просьбе и благословлению поднабрала. Я, наверное, вам скину ее почтовый адрес, чтобы вы у нее брали эту ольху и что она там насобирает. Потому что мне, честно, мне нравится, извините. Хотел, значит, слукавить, сказал. Мне, честно, не нравится вот это все дело. Очень много хлопот. Да хлопотно-то хлопотно. Но ведь все равно польза будет людям. И вы меня вспомните. Помолитесь за меня, грешного. Так, что, вот в ту сторону пойдем, что ли? Смотрите, какая тропинка узенькая вьется. Давайте с той стороны. Начну, подойду к вам. О, да тут вон такой большая куртинка-то. Давайте-ка не подойдем, а все туда переедем. И там маленечко все вместе пособираем. Мне нравится, что вы гуляете со мной. Я надеюсь, что вы чувствуете этот запах полыни, пижмы и поля. Слышите этот звук, который здесь ветер. Видите эти облака, лес, поле. Гуляйте, друзья. Хорошо на воле, на просторе. Как там
у Есенина, если крикнет рать святая: «Гой ты, Русь, живи в раю!» Я скажу: не надо рая, дайте родину мою. Кстати, интересные слова. Он говорит: «Гой ты, Русь». Некоторые говорят: ой, он вместе с евреями обозвал, значит, всю Русь. Они гоями зовут. Милые. Конечно, пусть даже он сказал, назвал гоями: «Гой ты, Русь». Но куда он этих гоев отправил? Живи в раю. А те, кто не гои, значит, там жить не могут. Они отвергли желание попасть туда и ждут 2000 лет. А когда же все-таки кто-то к ним придет и что-то другое скажет, не то, что Христос сказал. Кстати, друзья, давайте начнем новую серию. И я сейчас расскажу новую. Значит, вот эту обрезаем про Чихачева, а начинаем новую серию про то, иудейская христианская вера или не иудейская. Вот так.